Фанточчо Мазини, Слава, ты даешь самые основы, базу, принципы, на которых все зиждется, как в универе. Никто так не учит в Ютьюбе. Блогеры предлагают лишь решение узких задач. Спасибо, дорогой Фанточчо Мазини. Дорогого стоит такие высказывания, мысли. Все по-честному. Я и затеял эту школу онлайн как университет. И все, чем я делюсь, это прожито, это выстрадано. Бывает так, что годы проходят, где-то прочтешь, услышишь одну фразу, одно слово, которое может перевернуть вообще все, которое стоит этих 10 лет ожидания. И вот из этих крупиц выстраивается знание, выстраивается подход к живописи. Я не считаю себя блогером, даже не знаю, что это такое, но понимаю, что люди, которые вещают в Ютьюбе с целью заработать деньги. Я пишу картины. Вот прежде всего я художник. Балансирую между тем, что еще записываю вам ролики и провожу мастер-классы. Не так часто, потому что я все-таки художник. Я стараюсь им быть. Это самое главное для меня. Часть времени отвожу на мастер-класс, чтобы поделиться. Если я буду только мастер-класс проводить, или, не дай бог, пойду преподавать в какой-нибудь универ, это пиши пропало, потому что университет, поездка туда и так далее занимает все силы и все время у преподавателя. Мне предлагали много раз, я не соглашаюсь на это, ценю свободу. Как только это становится твоей обязанностью, вот это преподавание, каждодневное посещение, любая обязанность – это груз. А у меня нет груза. Я пишу вам в конце ролика «До скорой встречи». Он может не выйти завтра, но я стараюсь, чтобы он выходил каждый день. Но это не груз, это не тяжесть, это общение. Общение с друзьями не может наводить… Это не груз, это приятное времяпрепровождение. Да, это маленький бизнес, совсем крохотный. Но так устроен мир. Ты что-то даешь, и что-то тебе идет взамен. Так устроена жизнь в мире. Нельзя просто так отдавать в черную дыру и ничего не получать взамен. Это не по космическому закону. Твои усилия каждого человека должны быть вознаграждены. Тогда есть обмен, такой круговорот энергии. Тогда все логично, адекватно. И нет никаких проблем, блоков. Фигура Адама. Вот мне очень интересно, когда человек учит световое соотношение и так пишет картину, и когда он, художник, пишет от души, это видно в картине. И что лучше, когда от души пишешь, как видишь, когда не обращаешь внимания на соотношение или когда выучено? Хороший вопрос, спасибо, фигура Адама. Я очень часто наблюдал, с детства еще собирались родственники за столом, выпивали и потом, конечно, пели. У меня слух хороший, я не мог выносить, когда они без ритма поют, то есть прям… И когда, самое страшное, ладно, без ритма, не попадают, да, вот в эти сильные доли. Кто когда там начинает, заканчивает друг за другом, там вот это как паровоз такой, все. Один кто-то там погромче, все за ним, да. И кто погромче, ему же надо побыстрее, он не выдерживает вот этот счет. Ему надо быстрее начать, и все за ним. Кто в лес, то подрав. Но самое страшное, когда в ноты не попадали. Вот люди любили петь, среди них был мой папа, редко, но он открывал рот. А еще одна женщина знакомая, она очень любит петь. И всегда мимо нот. Ну, там ритм, ладно. Просто мимо нот. Так что поет или поют люди от души, но мимо нот. Выносить это невозможно. Так и здесь. Вы представляете, сколько души у художника, а кладет краску не туда. Что будет? Не насытишься. Вкусная еда, а ты ложку берешь и мимо рта, опа, мимо,
нот. Мимо рта, значит. Сюда не попадает, в брюхо. Я раньше думал, что маленьким, когда был, что я не знаю, что это такое, кишки, там, желудки. Я думал, что там булькает же. Буль. То есть я думал, что там бочка такая в этом, в брюхе, там все булькает как-то само там. Так вот, не набулькаешь, туда не попадает, если ты краску кладешь не на то место. Ведь гениальность картины, когда краска на том месте. А это что значит? Это значит, рисовать нужно. Учиться, уметь, стараться. Так что выучено, когда выучено, это рисунок, тональные отношения, когда они выстроены, когда они звучат. Даже если не попадают в тон где-то, но они собраны. Бывают такие картины, где тон не важен, но собрано, как лоскутное одеяло. Каждый кусок на своем месте. Его тональность, его цвет не попадает в соседний. И эти соседи все вот уживаются, каждый на своем участке, образуя вот это товарищество, садовое товарищество или просто деревня, поселок. Так что писать фигуру Адама от души недостаточно. Нужно фигуру Адама сначала научиться рисовать, а потом уже браться за портрет и за все такое. Вы сядете, например, душа горит, сесть за рояль и начнете нажимать, не умея играть. Что получится? И еще вот так вот присядете, от души же, задницей, прям на все клавиши, чтобы помощнее и все слышали. Нужна грамота. Сядет профессионал, который каждый день занимается по 5 часов в день, сядет играть. Он не сможет играть неправильно. Куда ни нажмет, везде музыка, везде гармония. Поэтому вот это основа – гармония. Что это такое, никто не знает, но мы все чувствуем. Никто не знает, что такое любовь, но чувствуем. Некоторые могут сильно почувствовать, а некоторые обделены этим. «Без любви», так назывался фильм, да? Рязанова, по-моему, о Гансе Христиане Андерсоне. Александр. Вячеслав, какие у вас любимые цвета красок? 7. Белила. Ну, все цвета радуги. И еще там понаделали очень много смежных цветов. Так что все цвета любимые. Нет вот такого прям любимого, сильно прям, уж очень прям, только вот это аж видишь, аж слюни текут. Такого нет. Поскольку мы пишем отношениями, то любимое дело выстроить отношения. А цвета могут использоваться любые. Главное, чтобы отношения эти работали. Работали — это значит, опять же, тональность и цвет на своем месте. Цвет может быть, сочиняться может. Приблизительность в цвете хороша. Как-то я брал интервью у Бато, и он как раз говорил о приблизительности в цвете. Можете покопаться в плейлисте и там послушать, что Бато об этом говорит. Очень красивое интервью. Анна Белинская. У меня работа дипломной работы «Импрессия в натюрморте». А что это значит? Так никто из деканата не может мне точно сказать. Чего писать? Непонятно. Ну, я думаю, что, может, они и не могут сказать, потому что это действительно нельзя сказать. Нельзя выразить то, что они, какую задачу перед вами поставили. Но мне кажется, у нас в этом смысле мы защищены, потому что за нашими плечами целая плеяда импрессионистов, всяких истов, которые писали импрессию в натюрморте. Просто полистайте натюрморты импрессионистов. Почувствуйте, что из обычной постановки извлечена музыка, импрессия, впечатление. Не в лоб, а ощущение на основах, конечно, тональных отношений рисунка грамотного, перспективы. Да? Вы извлекаете свою музыку, вы делаете просто вот явление. Вы находите решение. Вот эта штука важная.
как это решить? Не по-учебному, как всем понятно, а вот эту вот импрессию, впечатление свое от увиденного, не в лоб. Но представьте, что вы этой работой признаетесь в любви, Вселенной, мирозданию. Ну хорошо, человеку вы представьте. Вот перед вами мужчина, Анна Белинская. Самый красивый, который только в мире вообще возможен. И у вас, вы так переполнены своим чувством, ну вот этой любови, будете вы думать о том, как вы это передадите? Будут ли вообще такие размышления? Если вы любите, оно найдется спонтанно, в этот момент, когда вы посмотрите в его глаза. Может быть, вообще ничего говорить не нужно. Вы просто посмотрите так, и будет все понятно. Импрессия, впечатление. Вы передадите свое впечатление. Может быть, подарите ему, я не знаю, кисточку или маникюрные ножницы. Ну, любое может быть действие, которым вы неожиданно для себя выразите это чувство. И все будет понятно, все на своих местах. Много ж не нужно для того, чтобы передать эту импрессию в натюрморте. Важно самой быть в этом состоянии. Оно передастся, когда вы станете перед белым холстом и будете помнить о том, что нужно найти решение. Вы обязательно найдете. Может быть, это будет просто поцелуй неожиданный для этого человека, я не знаю, в шею, сзади. Он даже обомлеет. Кто это? А еще зажмурьте глаза, он вообще не поймет, кто подошел. Но это рискованно. Вы будете держать глаза, а он, например, назовет не Аня, а Маша. Что тут тогда делать? Ну, по крайней мере, будет ясность. А за ясность стоит заплатить дорого. Не забывайте ставить там лайки и задавайте вопросы. Это очень важно. Поддерживайте канал комментариями и вопросами. Будем двигаться дальше в процессе обучения, мастерству. Так что посмотрите анонс из моей школы как пример. Вообще заходите в нее. Там и работы мои можно посмотреть. Я, наконец, все практически уже все. Опись, название есть. Если продано, продано стоит. Наличие понятно тоже. Заходите на сайт, там есть еще и видеоуроки. Вчера я написал вот эту работу, натюрморт с яблоками и сиренью. Такие бабушкины пиловички, постелил на траве, разложил яблоки, купил разноцветных яблок. Сирень, благо, сейчас цветет, поставил сирень. Вы видите каждый замес, вы видите каждое движение кисти с объяснениями. Задача сложная. Захотелось в тот момент, вчера, сделать ее декоративно, показать солнце. И чтобы это было и убедительно, и современно, и не дописано где-то. Как эта волна эмоций переходит, вмораживается в холст. То, что я показываю, я предлагаю сделать нечто подобное самим вам.